Сегодня мы прогуляемся по Светлогорску. Светлогорск до 1947 года Раушен – курортный город в Калининградской области. Недалеко от ЖД вокзала, а точнее сразу за ним, расположилось несколько старых вилл. Наше внимание привлекла вилла, построенная в начале 20 века. Она принадлежала семье Шерман. В наши дни это санаторий Минобороны. Недалеко от нее по живописной лестнице можно спуститься к Балтийскому морю. Пока я спускаюсь к морю, расскажу немного про сам город. Поселение, получившее впоследствии имя Раушен, располагалось на северной оконечности Самбийского полуострова – Земланда. Название Земланд впервые упоминается в 1073 году как земля, которую населяют пруссы. Первое упоминание языческого поселения на месте Раушена относится к 1258 году. Тогда оно называлось Рузи-Модер, что в переводе от старопрусского «край погребов». Это было небольшое рыбацкое поселение. Все изменилось в 1820 году, когда здесь открыли курорт. А в 1840 году сюда приехал король Фридрих IV. Благодаря ему в благоустройство курорта вложили большие деньги, а Раушен полюбился немецкой элите. Популярность Раушена как курорта возросла после открытия 14 июля 1900 года железной дороги от Кёнигсберга до станции Раушен-Норд. Ныне это станция Светлогорск-1. Раушен не был разрушен войной. Большинство старинных вилл и гостевых домов принадлежало Министерству обороны СССР. В них располагались лечебные и санаторно-курортные учреждения. В 1999 году Светлогорск получил статус курорта федерального значения. Охотничий домик построен в 1926 году по проекту архитектора Гуга Геринга. Мимо него идем на пешеходную набережную, или, как ее еще здесь называют, променад, длиной 1 километр. Символом курорта Раушен стала водонапорная башня с водолечебницей архитектора Отто Вальтера Кукука 1908 года постройки. Высота башни составляет 25 метров. Комплекс предназначался для купания в морской воде тех посетителей курорта, которым было трудно спуститься к морю по крутым дюнам и в межсезонье. В здании первоначально размещался отель «Зеаштерн». После окончания Первой мировой войны его выкупила торгово-промышленная палата, и оно стало именоваться пансионатом «Пройсенхоф». На первом этаже виллы Зента располагалась аптека, второй и мансардные этажи занимали гостиничные номера.
Фасады домов центральной площади стилизованы под архитектуру старинных немецких городов. В них работают кафе и сувенирные лавки. Сама площадь украшена оригинальными скульптурными композициями. Недалеко от площади находится органный зал Макаров. Это бывшая католическая капелла Дева Мария, звезда моря. Лютеранская кирха в Раушене была заложена в 1903 году, освящена 7 июля 1907 года. Это прямоугольное в плане здание из полнотелого красного керамического кирпича под двухскатной черепичной крышей в стиле неоготики с элементами модерна. В 2004 году возле отеля «Дом сказочника» появился небольшой глиняный Кёнигсберг в миниатюре. Он выполнен из глины поэтом Борисом Бартфельдом. Миниатюра в масштабе 1 к 120, размером 9 на 12 метров. Иллюстрирует Кёнигсберг по состоянию на 1520 год. Основой проекта является макет замка-крепости Кёнигсберга и 3 средневековых городов – Альштадта, Кнайпхофа и Лебенихта, располагавшихся вблизи замка. Поднимаемся по укромной лесенке на улице Пушкина. Эти мозаичные панно создавались более 7 месяцев по готовым выкройкам и эскизам петербургской художницей Натальей Новиковой. Панно доставили в Светлогорск и монтировали в заранее заготовленные ниши в бетонном основании. Вилла «Дюнный домик» построена не позднее 1910 года. Вилла казначея общества благоустройства Карла Кюна построена в 1900-1903 годах. Финальная точка нашего маршрута – озеро Тихое. На озере расположились светлоежики, маленькие и очень милые скульптуры. Все это ежиное очарование появилось в Светлогорске благодаря художнице Серафиме Москаевой и ее единомышленникам. Рыцари Тевтонского ордена перегородили плотинный ручей и построили водяную мельницу, в результате чего и образовался мельничный пруд, а ныне озеро Тихое. Ежиное семейство стало частью большого арт-проекта «Мозаичный путь».